Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Бэрон спит, Дилан будет его, целуя. Затем, когда он просит ее встать, Бэрон притягивает ее к себе и говорит: «Я не смогу этого сделать, если не присмотрю за тобой некоторое время, как только проснусь». Дилан встает с кровати, потому что у Мирана Аги очень важное дело. Когда Бэрон говорит о Миране, блеск в его глазах заставляет Дилана задуматься и говорит, что отцовство тебе очень подходит. В ответ Бэрон говорит: «Я стараюсь быть достойной такой матери, как ты». Дилан идет собираться и говорит: «Давай, вставай». Пока Гуль готовит для Мирана 40 корзин, приходит Ферат и спрашивает его, Гуль прекрасно объясняет значение каждой из них одну за другой. Затем он высказывает пожелание, чтобы евфратское просо было для нас. Затем раздается телефонный звонок и спрашивает, кто такой Гуль. Ферат называет это ничем иным, как работой. Когда Джевдет и Цеврии выходят из дома, чтобы присутствовать на Мавлиде, они говорят, что им жаль, что семья Ясмин приедет, пока их нет. Дилан злится, когда Бэрон так спокоен, а Дилан так паникует. Тем временем они сообщают Барану подробности суда над Джавахиром. Дилан сразу же паникует и говорит, что я не хочу, чтобы этот человек смог выбраться из тюрьмы. Бэрон говорит: «Не волнуйся, дорогая, он не сможет выйти, у него не будет имени или чего-то еще. В наших жизнях». Затем Дилан думает, что они опаздывают, паникует и бежит вперед. Когда госпожа Азади видит, что рядом никого нет, она очень злится и рассказывает об этом Гизему. Как только Дилан выходит из комнаты, она слышит его голос и говорит: «Смотри, ты видел? Я же говорила тебе, что мы разозлили женщину». Затем Ферат и Гуль выходят из своих комнат, и когда Ферат спрашивает, следует ли нам пойти в суд в его одежде, потому что он по делам, Дилан спрашивает, собирается ли он в суд. Баран говорит, что не планирует уезжать, и говорит, что это связано с работой. Затем они услышали ворчание Гэжи и Азади и сказали: «Пойдем сейчас спускаться». Хасан входит в комнату Мирана и читает срочное сообщение Джавахира: «Жду в гости», которое пришло на его тайно спрятанный там телефон. Затем вы снова говорите себе: «Чего ты хочешь, чувак, ты еще не закончил, ты не срочен». Тем временем господин Кудрет наблюдает за ним у двери и убегает, когда он собирается уйти. После того, как Хасан уходит, он входит в комнату и находит телефон Хасана среди одежды в сундуке Мирана, но не может его открыть, поскольку он зашифрован. Когда он выходит из комнаты, он видит, что Хасан смотрит на другой телефон в своей руке и говорит: «Если вы придумаете то, о чем я думаю, клянусь, я не оставлю вас в живых, Хасан, сэр». Когда Хасан собирается покинуть особняк, его ловят Баран и Ферат, и он медленно уходит, ничего не сказав. Баран говорит отцу и Ферату, что мужчина в больнице еще не пришел в сознание, затем все садятся в машину и отправляются в больницу. Дилан замечает их и говорит Гулю, что они снова что-то замышляют, что-то от нас скрывают. Когда Дилан внезапно вспоминает свой последний опыт с Джавахиром и дает Гулю моральный дух, что все позади и с этого момента все будет хорошо, Гуль говорит: «Ты очень сильный». Госпожа Азади очень злится и спешит, чтобы все прошло хорошо. Ясмин с волнением приветствует своих родителей. Харун продолжает готовиться к тому, чтобы попросить Ясмин. В этот момент звонит мать Харуна и извиняется, говоря, что простудилась и отменила билет. Когда он говорит, что все еще хочет, чтобы Харун женился на Сельме, Харун вешает трубку и говорит: «Хорошо, мама, тогда ты можешь прийти ко мне навстречу». Хасан приходит к Джавахиру и говорит: «Не называй меня так. Мой брат все равно смотрит на меня». Джавахир говорит, что это из-за твоей некомпетентности, но я знал, что ты не сможешь этого сделать. Хасан этого не принимает. Мой брат постоянно следит за мной и говорит, что я не могу заставить лошадей бежать так, как хочу. Джавахир поручает вам найти одного из людей, которых я застрелил, который еще жив, и отключить его от сети до часа суда. Когда пришли узнать ситуацию с мужчиной Барана, врач сказал, что ситуация стабильная и улучшений нет, хотя они прекратили прием лекарств. Он объясняет, что даже если он придет в себя, он, возможно, не сможет сразу говорить.
Баран говорит, что если мужчина придет в себя и не сможет говорить, есть только одно решение – убить Джевчихира. Пока Дилан готовит одежду для Мирана, приходит Берен. Джевдет и Цеврии получают нагоняй от Гэжи Азади, как только входят в дверь. Дилан говорит Берану, что госпожа Азади очень взволнована, каждый получил свою долю, так что давайте переживем этот день. Берен кладет Мирана на руки Дилану, говоря: «Мы справимся с этим, и я буду ждать тебя внизу». Хасан слушает их, а Ферат рассказывает о мужчине, который говорит: «Может быть, он никогда не проснется, мне плохо». Затем Кудрет Бей противостоит Ферату, когда он уходит. Он злится, спрашивая: «Что ты здесь делаешь? Ты тайно нас слушаешь». Говорят: «Хасан, я собирался войти, но ты вышел и солгал, сказав, что ты что-то ищешь в каждом движении, друг мой». Госпожа Азади берет Мирана на руки, желает ему всего наилучшего и начинает мыть его за собой. Дилан Гуль-Цеврии и Азади Ханем вместе принимают 40 ванн Мирана. Тем временем госпожа Азади молится. Когда Дилан, одетый с Мираном, приходит к ним, она благодарит его за подарки и спрашивает: «Зачем ты это делаешь?». Когда Берен приходит в комнату, все выходят, целуют Дилана в лоб и забирают Мирана из его рук. Затем, когда Берен сказал: «Теперь я странный», Дилан объясняет свои чувства так, будто внутри меня порхают бабочки. Пока я прикрывал Мавлида в розовой комнате, подошел Ферат, дал мне еще одно покрывало и сказал: «Я думаю, тебе следует надеть это, оно тебе очень идет». Пока Гуль пытается его надеть, Ферат спрашивает, есть ли какие-нибудь новости о наших испытаниях, и Гуль отвечает, что новостей до сих пор нет. Затем он говорит, что Миран такой милый, и я чувствую себя странно, когда думаю, что мы тоже увидим эту красоту. Когда Дилан сохраняет спокойствие, Берен снова спрашивает: «О чем ты думаешь?». Дилан спрашивает: «Что ты от меня скрываешь?». Это касается Джавахира. Берен говорит: «Не думай об этом и не волнуйся, я пытаюсь заставить его получить больше наказания». Дилан говорит: «Да, я боюсь, что он выйдет и снова навредит нам, такое уже случалось». Как раз в тот момент, когда Берен говорит: «Не волнуйтесь, я делаю все необходимое», звонит дверной звонок и приходит госпожа Азади. Она приносит платок, который мисс Эйтон носила на протяжении 40 лет Барана, и передает его Дилану. Когда Дилан благодарит ее, госпожа Азади выходит из комнаты. Берен забирает у Дилана покрывало, надевает его на голову Дилан и целует ее в лоб. Пока Берен ласкает голову Дилана и поправляет покрывало, Дилан держит его за руку и целует ладонь. Они вместе спускаются вниз, и Берен передает коляску Дилану, потому что его нет дома. Когда Дилан идет к женщинам, все они желают Богу воспитать его вместе с родителями. Дилан говорит большое спасибо, добро пожаловать всем вам, кладет Мирана и садится рядом с ним. Как только госпожа Азади говорит Хадже, что мы можем начинать, Хаджа начинает читать Ясин и Шериф. Пока мужчины особняка сидят в беседке, к ним позже приходит господин Кудрет. Но когда Берен замечает беспокойство на его лице и спрашивает, что происходит, господин Кудрет говорит: «Я чувствую себя неловко из-за суда». Баран говорит: «Не волнуйся, отец, он понесет наказание, они все придут и уйдут». Когда к ним приходит дядя Ахмед, Ферат готовит для него тарелку с угощениями. Затем, когда Миран произносит красивые молитвы за ребенка, все говорят «Аминь», и Баран благодарит его. Господин Кудрет очень плохо смотрит на Хасана, пока тот сидит в углу и ест так, как будто умирает от голода. Когда госпожа Азади хочет сфотографироваться вместе, Ферат звонит Гизиму и просит его сфотографироваться. Дальше только Баран, Дилан и Миран уклоняются, все остальные один за другим отступают и накапливают прекрасные воспоминания. Пока Джевдет и Цеврии болтали и говорили: «Я рад, что ты пришла», он внезапно поворачивается к Ясмин и спрашивает: «Ты не поторопилась?». Хотя Ясмин говорит, что она не торопится, а Цеврии тоже очень хорошо знает моих сестер, она говорит: «Давайте посмотрим, кто такой этот Харун». Тогда дядя говорит: «Мне скучно, дай мне побродить и вернуться». Джевдет говорит, что будет сопровождать вас, но он отказывается и говорит, что придет. Пока все сидят вместе, Джихан звонит по видеосвязи и спрашивает, что вы делаете. Ферат говорит: «Моему племяннику 40, и мы все живем вместе».
Когда госпожа Азади просит телефон и спрашивает Джихана: «Ты немного отдохнул или не ешь там?» Джихан говорит: «Нет, моя бабушка, со мной все в порядке». Джихан разговаривает со всеми и говорит, что очень по ним скучает. Дуль и Ферат приходят в беседку, и пока они сидят вместе и болтают, у Ферата звонит телефон, и он пытается поговорить. Тем временем Дуль получает результаты анализов. Он с волнением открывает результаты и смотрит на Ферата, его глаза полны слез, гадая, как я вам сейчас скажу. Когда Ферат вешает трубку и подходит к нему, он тут же кладет трубку и отводит взгляд. Пока Берон задумчиво сидит в своем кабинете, приходит Дилан. Дилан говорит, что это был очень хороший день, надеюсь, он закончится хорошо. Когда я говорю Барану, что есть что-то важное, но ты мне не говоришь, Баран говорит, что у меня есть для тебя подарок и дарит тебе часы, говоря, что я хочу, чтобы у тебя остались воспоминания о сегодняшнем дне. Дилану это очень нравится, он благодарит его и целует Барана. Дилан на самом деле открыла коробку, сказав: «У меня будет для тебя желтый подарок, ты будешь очень удивлен, потому что я тоже была очень удивлена и купила часы для Барана». Он носит его на руке с надписью «Лучшему отцу в мире». Он говорит Дилану: «Мы действительно хорошая пара, большое спасибо, с тобой очень приятно», и целует его. После того, как Дилан сказал это, он выходит из комнаты, чтобы приготовить нам обоим чашку хорошего кофе. После того, как он уходит, Ферат приходит к Барану и говорит: «Я разговаривал с доктором». Берон с волнением ждет, что он скажет. Харун звонит Ясмин и спрашивает: «Что ты сделал?» Пришла Ясмин и даже сказала, что мой отец очень интересуется тобой. Пока Харун говорил, что ему тоже очень любопытно, им пришлось повесить трубку, когда позвонила мать Ясмин. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.